Центр Киева перекрыт силовиками. Масштабные митинги в столице. Люди в масках на главных улицах. Президенту брошен вызов. Тысячи людей требуют отставки. Атака на Зеленского. Вашингтон сорвался на оскорбление. Огонь в километре от Крымского моста. ФСБ срочно усиливает меры безопасности. Раскол в правительстве Путина. Депутат напал на олигархов. А Минобороны заявляет об инопланетном вторжении. Об этом и многом другом вечером 21 июня. Воскресный вечер с Нехта – правильный выбор перед новой неделей. Главные новости к этому часу прямо сейчас. Я, Дарья Петрова, начинаю. Мадяр пообещал, что будет там чуть ли не 5000 дронов запускать в день. Будут блокировать Крым и так далее. Но если почитать паблики, то все как бы к этому и идет. Огненная ночь в Крыму. Эффектные костры по обоим берегам Керчи. Уже ночью жители временно оккупированного полуострова сообщали о громких взрывах и стрельбе. И наблюдая результаты работы доблестного российского ПВО, очень сложно не заподозрить его в саботаже в пользу сил обороны Украины. После атаки дронов горит нефтебаза в Керчи, расположенная менее чем в километре от Крымского моста. Дымный шлейф от пожара на терминале в Керченском торговом порту растянулся на 66 километров, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра». Также в Темрюкском районе поражен паром «Панагия», который переправлял через Керченский пролив бензовозы. Местные власти, назначенные Россией, уже объявили о приостановке работы переправы. В Краснодарском крае под удар попал нефтяной терминал в поселке Чушка и порт Кавказ. Накануне российский военкор под ником Fighter Bomber любезно подсказал силам обороны Украины, что в Крым доставили много топлива. Что ж, сегодня оно сгорело. С 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Тем временем на заправках уже начались голодные игры. Казалось бы, как связана продажа топлива с пожаром в Керчи? Вопрос без ответа. Но главное, что никакой паники нет. Решили на ближайшую первую попавшуюся заправку заехать, посмотреть, что с очередями. Никакой паники, никакого сумасшествия нет. Как и бензина и света в Севастополе. Город частично обесточен. Как и половина Крыма. Введены графики отключений электричества. Путин, где наша безопасность? Мониторинговый сервис NASA Firms зафиксировал пожары в поселке Курортное, где есть объект ПВО, и на территории воинской части в Керчи. Да и о какой безопасности речь, если на корабли, которые должны обеспечивать противовоздушную оборону, даже не поставляют прожекторы? Армия Путина настолько укомплектована, что вынуждена полагаться на волонтеров даже в таких вещах. А бензовозы по пути в Крым теперь сопровождают мобильные огневые группы. Этой ночью наши дальнобойные санкции применялись по военной логистике, нефтяной отрасли и системам противовоздушной обороны оккупантов. Ловушка вокруг Крыма постепенно захлопывается. Через Керченский мост не проедешь, переправа не работает, а на трассе сухопутного коридора атакуют дроны. Но Украине расслабляться рано. Ночью Россия нанесла очередной воздушный удар, запустив 2 баллистические ракеты «Искандер-М», 2 гиперзвуковых «Кинжала» и больше сотни дронов. Только за минувшие сутки под огнем Николаевщина, Днепропетровщина, Херсонщина, Сумщина, Полтавщина, Харьков и Одесса. Снова погибшие, десятки раненых. Среди них дети, а часть городов осталась без света. Россия наращивает баллистические удары. Об этом пишет американская газета The New York Times. По данным издания, удары баллистикой по украинским городам за 3 года выросли в 12 раз. В 2023-м РФ пускала в среднем по 6 ракет в месяц. В 2024-м – 28. В 2025-м – 49, а в этом году уже по 74 в месяц. Пока украинские дроны эффектно жгут российские НПЗ, полноценно ответить Кремлю дальнобойными ударами ВСУ пока не могут. Такого оружия, как баллистика, у Киева пока что нет. И Москва пользуется этим, методично засыпая ракетами мирные города. Пока Украина теряет людей каждую ночь, Вашингтон сорвался на оскорбление. Прямо в адрес президента. Мистер Бин под кайфом, скользкий тип, мелкий засранец. И это не высказывание анонимных пользователей. Так Зеленского называл глава Минфина США Скотт Бессент. Цитаты приводит журналист The New York Times в своей книге о втором сроке Трампа. Выдержки уже опубликовал The Guardian. Помните встречу в овальном кабинете в феврале 25-го? Трамп и Венс публично упрекали Зеленского в неблагодарности за американскую помощь и отсутствие костюма. Все оказалось глубже. Тогда на столе лежала сделка по полезным ископаемым. По информации журналистов, Бессент начал испытывать неприязнь к Зеленскому с момента своей поездки в Киев. После этого Бессент якобы советовал Трампу даже не пускать Зеленского в Белый дом, пока тот не подпишет соглашение по редкоземельным металлам. Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями.
Но, пожалуй, самым неприятным для Бессента может оказаться его мнение о самом Трампе. Согласно книге, министр сравнивал его с Джорджем Соросом, своим бывшим боссом, которого консерваторы считают главным врагом. И далее прямая цитата. «Они одно и то же животное», — сказал Бессент. Но у Трампа и без этого проблем хватает. Сначала была историческая сделка, теперь технические консультации. Дипломатия умеет красиво понижать ожидания. В Швейцарии стартовали трехсторонние переговоры по Ближнему Востоку. Список участников впечатляет. От США – Уитков, Кушнер и вице-президент Джей Ди Венс. От Ирана – спикер парламента Галибаф, министр иностранных дел Аракчи, замглавы Совбеза и глава Центробанка. Премьер-министр и начальник штаба обороны Пакистана тоже на месте, как посредники. А за несколько часов до вылета прошла отдельная встреча главы МВД Пакистана с президентом Ирана Пезешкияном. Слишком много действующих лиц для рутинной технической встречи. Как заявил накануне Джей Ди Венс, американские и иранские официальные лица начинают следующий этап переговоров. И сам процесс, по сути, только настраивается. Какую тогда историческую сделку подписывал ранее Трамп? По прогнозу вице-президента США, первый раунд переговоров может занять пару дней. К слову, иранская делегация прибыла в Цюрих на самолете с бортовым номером Минап-168 в память о погибших детях. Речь идет о школе в иранском городе Минап, которую, по версии Ирана, уничтожили американцы. Фото выложил спикер парламента Галибаф. В комментариях не оценили его сентиментальности. Ты мерзкий террорист-свинья. Не забывай, как гордо ты хвастался тем, что приказал расстрелять студентов университета, а затем лично избивал выживших и сбрасывал их с крыш. Если бы дети из Минаба протестовали, ты бы сам приказал их расстрелять. И в дополнение к эмоциональному комментарию суровые реалии Ирана. 74 удара плетью. За платье без рукавов и пение без хиджаба. К такому наказанию приговорили иранскую певицу Парасту Ахмади. Видео онлайн-концерта разлетелось. Почти 2 миллиона просмотров за несколько дней. По законам Ирана, женщинам нельзя петь соло перед публикой и появляться без хиджаба. Кроме ударов плетью для певицы и каждому из участников ее команды, иранские власти бонусом дали запрет на творчество и выезд из страны на 2 года. Но Трампу некогда следить за иранской повесткой. Накануне переговоров по Ирану он нашел время для нового нападения. Теперь на премьера Италии Джорджу Мелони. Мелони просила снова и снова фото со мной на G7 во Франции. Она плохо идет в Италии с ее уровнем популярности. Он добавил, что к тому же Италия не позволила использовать свои взлетно-посадочные полосы. Это, по его словам, стало огромным логистическим неудобством. Мелони ответила быстро и хлестко. Что касается моей популярности, дружба с вами точно этому не помогла. Но она и не зависит от отношений с вами. Моя популярность зависит от способности защищать национальные интересы Италии. Это именно то, что я всегда делала. А партия Мелони, братья Италии, действительно уверенно лидирует в вопросах. Так что с популярностью у нее, кажется, все в порядке. Она добавила, что Трампу лучше следить за собственной персоной. Учитывая просевший рейтинг президента США, совет Мелони попал в точку. А вы на чьей стороне в этом конфликте? Я, кажется, догадываюсь, но все же напишите в комментариях. Президенту брошен вызов. 30 градусов жары, тысячи людей на улицах и один лозунг – победа. В Нови-Саде, втором по величине городе Сербии, снова прошел массовый протест против президента Вучича. Студенческое движение готовится бросить вызов власти на выборах. Формально они намечены на 2027 год, но президент ранее допускал, что объявит их досрочно. Я думаю, это нормально, что протесты нарастают, когда людям надоедает, проблемы накапливаются, и даже те, кто сначала решил терпеть, спустя некоторое время выходят и борются за справедливость. Обвинения звучат серьезно. Фальсификация выборов, насилие над оппонентами, давление на СМИ, связи с криминалом. Президент в ответ объявил о собственном митинге 27 июня. Вучичу власти уже 13 лет. Переживет ли он это лето? Или сломается под давлением протестов и уйдет досрочно? Как думаете? Центр столицы перекрыт полицейскими кордонами. Меры безопасности экстренно усилены. Движение ограничено. У людей проверяют документы. Закрыты 2 станции метро. Сегодня в Киеве проходят сразу 2 митинга. Марш равенства, он же Киев Прайд, и шествие консервативных сил в защиту традиционных ценностей. И чтобы сторонники и противники не сошлись, полиция развела их кордонами по разным улицам. Участники ЛГБТ-марша призывают принять закон о гражданских партнерствах, а также выступают против проекта нового гражданского кодекса. Противоборствующие силы в балаклавах заявляют, что вышли защищать брак, семью, детство и материнство, а мероприятия ЛГБТ называют издевательством над Днем Отца. Тем временем из России неожиданно прозвучало громкое признание.
И не от оппозиции, а от главного коммуниста страны. На съезде КПРФ Зюганов взял и выложил, кому на самом деле война пошла впрок. Клан олигархов продолжает жреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Вдумайтесь, пока простые россияне гибнут на фронте и стоят в очередях за бензином, горстка олигархов разбогатела на войне больше, чем вся остальная страна. Вот вам и все для фронта. Кому война, а кому мать родна. А в Свердловской области нашли реальную причину отсутствия бензина. И нет, это не украинские удары. Депутат Станислав Денисенко винит во всем VPN, поэтому и предложил его заблокировать. По версии российского чиновника, нехватка бензина на АЗС по всей России – это не реальная проблема, а вбросы враждебных YouTube-каналов. Дефицита, по его словам, нет вообще. Видимо, очереди на заправках – это вброс. Тем временем там же, в Екатеринбурге, ФСБ срочно усиливает контроль за кладбищами. На днях там задержали девушку, она фотографировала могилы российских военных. По версии силовиков, фотографии уходили кураторы в Украину для создания дипфейков. Якобы с их помощью родственникам погибших звонят и говорят: «Ваш близкий жив, в плену, нужны деньги на возврат». Теперь на кладбищах появятся таблички с предупреждением об уголовной ответственности за фото могил. Может, стоит кладбище прикрыть еще ПВО? Ну так, на всякий случай. Крыму-то оно уже точно не поможет. Инопланетное вторжение. Люди, мы прибыли. Именно с таким текстом миллионы бразильцев получили экстренное оповещение. Отправитель – Минобороны страны. Сообщение разлетелось мгновенно, потом также быстро исчезло. По версии властей, произошел взлом системы оповещения. Хочется верить, потому что если нет, возможно, именно у Бразилии большие проблемы. Хотя, учитывая, что происходит на Земле в последнее время, может, оно было бы и к лучшему. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Не стесняйтесь оставлять комментарии, подписывайтесь, если еще не сделали этого, и увидимся уже утром.